Друзья, всем привет, Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 20 ноября. И, друзья, сегодня у нас накопилась уйма новостей, которые внепланово необходимо с вами обсудить. Если вы готовы, пристегнули ремни, прожали вподобайку, поставили палец вверх, конечно же, проверили подписочку под этим видео. И в конце видео жду от вас какие-то комментарии. Хотя можно оставить и в процессе. Погнали! Так, друзья, нахожусь я на улице Городецкого, это центр Киева, недалеко от метро Крещатик. Присел тут передохнуть, включить камеру, смотрите, какую красоту я нашел. На счастье. Все, что натерто, все, что у муравья, да, желтеньким цветом натерто, грудка или монетка, можно тереть и натереть и получить какой-то, видимо, бонус. Так, друзья, очень много новостей. Неспешно мы с вами прогуляемся по центру Киева. Давно тут не был. Знаете, мне кажется, точно так же, как одесситы к концу августа не бывают на морях, на море на своем, да, точно так же и киевляне, если это не работа, которая простирается, да, маршрут, на которую пролегает через метро Крещатик, то точно так же киевляне даже и не захаживают в центр Киева на Крещатик, на Майдан и тому подобное место. Летом тут очень неплохая локация, классный ресторанчик сейчас, видите, тут все законсервировано на зиму, но летом тут работает фонтан, и люди отдыхают в тени, так скажем, деревьев. Сейчас тут ресторан остается работать, да, Ватра, а летняя локация нет. Так, друзья, что у нас по новостям? Я себе прям, знаете, выписал. Сейчас на часах 15:45, это важно. Сейчас объясню почему. 15:45, 20 число. Сегодня утром на дорогах Киева появились временные блокпосты. Руководство, да, Киева говорит о том, что это проверка документов, да, что это предупреждение, что это учение по безопасности Киева. По безопасности в Киеве, ну, по сути, это обычная проверка документов. Временные блокпосты проезжал. Не видел, чтобы какую-то машину останавливали или как-то стояли. Я ехал около 9 часов утра, и действительно стояли там полицейские с, видимо, людьми в форме ТЦК. Ну, короче, кого-то, видимо, планировали останавливать. Сколько таких блокпостов по Киеву, без понятия, но они действительно есть, и многих это пугает, многие остаются, видимо, дома или рассчитывают на какие-то другие маршруты для того, чтобы не тратить не свое время, а не чужое. Следующая новость, которая тоже мне попалась на глаза, и этой новости уже несколько дней. Я не знаю, как на самом деле на это реагировать, но вы знаете, вот у меня складывается впечатление, что у людей, которые занимаются ремонтом дорог в Киеве, ремонтом каких-то развязок, что у них нету просто банально какого-то другого желания перераспределять более правильно эти деньги. Да, я понимаю, если где-то прилет, где-то дрон или шляхет, которым обстреливает Российская Федерация абсолютно каждый день, каждую ночь все города Украины. Да, нужно отремонтировать дорогу, нужно отремонтировать полотно. Но когда, к примеру, на Дарнице, условно говоря, возле Дарницы, метро, все плюс-минус четко, чисто, комфортно, асфальт плюс-минус нормальный, да, но по 10-бальной шкале я бы поставил, наверное, 8, да, то есть нету каких-то там рытвин, заплаток, нормальный целый асфальт. Причем год назад, наверное, там его чуть-чуть, или 2 года назад, его, наверное, где-то меняли. И после этого они вешают большие борды по всему периметру о том, что там будет реконструкция, и причем эта реконструкция будет настолько глобальной, настолько грандиозной, что я просто боюсь представить, что там будет твориться в час пик или в остальное какое-то время. Это будет трэш. Судя по количеству бордов, какие-то там объезды, какие-то переезды, я просто уже опасаюсь этого, потому что эта развязка, ну, она
Ну, кто знает, тот поймет. Развязка на Дарнице, люди едут с Дарницкой площади, в прошлом Ленинградской, люди едут с Троещины в сторону, да, куда-то Поздняков, Осокорко, Харьковская, тоже проезжает через это место. И по факту я даже не представляю, где это можно объезжать, через Черниговскую или через Лесную. На Черниговской и без этого пробки, через Радужный, через Русановку. Да черт его знает. Короче, проблема будет до конца 2025 года, как обещают. Еще одна новость, которая попалась мне на глаза сегодня утром, как-то, ну, знаете, в существующих реалиях, на самом деле, такие новости, подобные этой, они не сильно, ну, как-то не сильно вызывают какие-то эмоции у людей. Уже многие киевляне, украинцы уже привыкли к этому. Новость о том, что 20 ноября, то есть сегодня, возможен ракетный массированный обстрел российскими оккупантами городов, в частности Киева. И в связи с этим посольства США, посольства Испании, Италии и Греции предупредили свои посольства, своих работников о том, что нужно закрыться. Поэтому сегодня эти посольства закрылись. В первую очередь закрылась США, потом, по примеру США, закрылась еще и Италия, Испания и Греция. 4 посольства закрылись из-за возможного обстрела. Так, друзья, мы вышли на Крещатик. Сейчас на часах 15:50. Я вижу, что потихонечку темнеет. В 4 часа уже, можно сказать, даже уже вечер. Ну, как бы, как есть. Давно я тут не был, особо ничего, знаете, не меняется. Сейчас за окном, несмотря на то, что уже, так скажем, середина или даже уже ближе к концу ноября, не сильно жарко, но по мне вы видите, что так, по-зимнему я надет. Кстати, друзья, я все могу объяснить, и я все могу предположить. Вам может не нравиться то, как я быстро говорю, да, вы не улавливаете. Вам может не нравиться информация о сале, о мясе, сильно много, сильно мало. Вам может не нравиться какие-то тематические, да, включения, имеется в виду, да, там, где я рассказываю про какие-то места, там, или вообще отвлеченные, там, какие-то рецепты. Но предположить то, что вам не нравится моя шапка, друзья, вам не нравится моя шапка? Как такое может быть? Вы что? Это самая уникальная шапка, которая может даже превратиться в балаклаву, если затянуть ее на лицо. Ну, я огорчен, удивлен. Ладно, на самом деле я шучу. Выходя, я посмотрел на градусник. Сегодня на градуснике у меня было ближе к 4 часам вечером около где-то 11 градусов тепла. И, честно говоря, вот сейчас я иду, такое, знаете, двойственное впечатление. Вроде бы и холодно, но вот мне прямо сейчас хочется, например, снять баф. То есть какой-то шарфик снять, может быть, даже снять шапку. Если вы посмотрите на людей на той стороне, сейчас мы перейдем, то я так вижу, что половина, где-то 50% людей без шапок ходят. Ходят без шапок. Я удивлен, что еще стоят даже самокаты. Я почему-то думал, что с начала ноября их уже упразднили, их количество, в принципе, уменьшилось. Но все равно, если сейчас будет воздушная тревога, а она уже была полчаса назад, то, ну, хоть как-то люди смогут без общественного транспорта передвигаться на самокатах. Как организовываются пробки в центре Киева? Едет Тесла, паркуется, останавливается. Я на аварийке, я на 5 минуток, я на 5 секундок. И все, и сзади все должны ее объезжать. Да, еще раз да. Удивляюсь, действительно, знаете, друзья, удивляюсь тем автомобилистам, которые просто паркуются вот просто в центре, где это запрещено по факту, и стоят, ждут. Да, созвонись ты со своим человеком, где-то припаркуйся там в полукилометре. Потом на созвоне, когда они, допустим, придут, то просто ты подъезжаешь, и никаких проблем у тебя вообще с этим нету, чтобы стоять и нарушать какие-то правила дорожного движения вообще. Следующий момент, который, друзья, сегодня еще тоже меня застал в том числе, это ураганный ветер в Киеве. Вот сейчас я иду, мне задувает ветер, конечно, у меня шумоподавление на микрофоне, и как бы вы меня слышите, я думаю, что нормально. Но по факту еще где-то пару часов назад такой ветрище был, передавали до 40
метров в секунду вечера, это на минуточку, но это не ураган, конечно, но ветер, который где-то 15-20 метров в секунду, это уже считается, в принципе, сильным. И я вам скажу, что где-то час-два назад, наверное, еще, то ветер был такой, что ты выходишь просто вот на открытую плоскость, и тебя просто физически сдувает. Едешь на машине где-то по мосту, через мост, тебя тоже сдувает, ты держишь этот штурвал, держишь этот руль, чтобы тебя не кидануло в фуру, если у тебя центр тяжести на машине высокий. Вот, поэтому сегодняшний, конечно, ветрище был даже при плюс 11 градусах, это было мощно. И вот сейчас я даже иду, тоже, видите, у всех развиваются волосы. Вон, если посмотрите силу ветра, глядя на флаг сверху, видите, как он развивается. То есть вы понимаете, что ветер действительно такой немалый. И вот сейчас, если, опять же, меня слышно, то задувает хорошо. Макдональдсы работают. Кстати, вот по поводу в продолжении новости о том, что эвакуировались 4 посольства. Знаете, в первые дни вторжения, масштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, да, первые дни полномасштабной войны, теж закрились посольства, даже напередодні вони зачинились, і разом з ними зачинялися бренди, зачинялись Макдональдси. Тому, якщо подумати логічно, то якщо Макдональдс сьогодні працює, да, ну, значить, все нормально, значить, ніякої великої проблеми сьогодні не повинно бути у мешканців Києва, да, і всіх інших людей. З минулого обстрілу, коли на території України прилетіло біля 120-150 ракет, біля 50 або 60 шахедів, мопедів, і вони влучили у доволі важливі енергетичні об'єкти. З цим почалися відключення електрики по Києву, по іншим містам України. Наприклад, в мене, якщо казати про мене, вчора в мене вимикали світло 2 рази. Це було вранці з 7 до 10 десь, на 3 години, там трохи може більше, трохи менше. І ввечері теж десь з 4, з 16 до десь 19, до 7 години вечора. Сьогодні в мене вимикали світло десь на 3 години, це було з 11, там, грубо кажучи, до, на 3 години десь, з 11 там, до 2, чи я так не дуже слідкую, бо не було мене вдома. Військовий на самокаті. Скажіть мені, що моноколесо або самокат – це не транспорт для пересування. Сьогодні я бачив новини, вчора я бачив новини, що Київ оговтався після цієї ракетної атаки ще плюс-мінус нормально. Але в Одесі, наприклад, де теж багато було пошкоджено енергетичної інфраструктури, люди почали виходити на дороги, перекривати шляхи, автодороги, бо в них нема світла вже добу. Тобто на вчорашній день в них не було вже добу. І я не знаю, як сьогодні, але від вас в коментарях я теж чую, я теж бачу, що до сих пір у багатьох нема світла. І якщо в Києві, наприклад, більшу частину доби вона є і відключають, наприклад, на 3 години, то у деяких людей навпаки 3 години світло є, а все інше, весь інший час світла немає. Це дуже трешово. Несмотря на то, что на самом деле уже не первый такой случай, и многие магазины, многие форумы, многие торговые центры обзавелись генераторами, дизель-генераторами, какими-то зарядными станциями. И я на самом деле положительно удивлен этому, потому что, посмотрите, вот так вот выглядит Троещина, с высоты птичьего полета, назовем так в кавычках, да, там с 20-го этажа здания жилого. Посмотрите, сказать о том, что полное отсутствие света, как это было, например, 2 года назад, да, в первую
при первом таком случае ситуации, когда все повырубали. Сейчас есть, посмотрите, светятся окна, светятся какие-то, да, там вдалеке дома, светятся некоторые улицы, светятся светофоры. То есть сейчас стараются все-таки, да, чтобы было минимальное количество аварий, оставлять некоторые светофоры, даже если в районе выключено электричество. То есть это плюс. Но при этом люди уже позабывали о том, что нужно себя обозначать на дорогах, что нужно, там, не знаю, включать телефон, переходя по зебре, какими-то завязочками, ленточками светоотражающими себя завесить, для того, чтобы тебя было видно. Потому что очень многие почему-то считают, не будучи водителями и не имея водительских прав, считают, что если ты видишь машину, да, вот ты переходишь через зебру, если ты видишь автомобиль, то у которого горит, да, свет передних фар, то почему-то многие считают, что автомобилист, да, водитель тоже видит тебя. Нет, он не видит. Пока он тебя на метр к тебе не подъедет, он тебя не увидит. А когда подъедет, будет уже поздно. Поэтому переходите, как минимум, включайте свет фонарика или свет телефона просто хотя бы. Если, друзья, говорить про меня, то у меня на сегодняшний день для работы с ноутбуком я купил себе Powerbank, но его хватит где-то на одну зарядку ноутбука, то есть для того, чтобы монтировать для вас видео, чтобы не останавливать процесс, потому что, ну, когда света нет, да, там 3-4 часа, а идет монтаж видео, который сжирает аккумулятор ноутбука просто в раз, то есть, грубо говоря, если у меня ноутбука хватает времени там условно на 5 часов, то во время монтажа, рендеринга его хватит там на полчаса. Вот, поэтому я обзавелся аккумулятором таким легеньким, Powerbank, назовем его так. И плюс я прикупил в Европе с доставкой зарядную станцию, может быть, кому интересны цифры, на 2,5 киловатта. То есть, грубо говоря, одновременно у меня потянет почти 2 электрочайника в пиковой нагрузки 4,5. Еще не тестировал, но чувствую, уже не за горами эта необходимость у меня снова появится. В одном из следующих видео я сделаю обзор на эту зарядную станцию. На самом деле она идентична тем станциям, которые популярны, которые имениты, типа EcoFlow, типа Bluetti, но она стоит реально в 2 раза дешевле. Поэтому, если вам интересно, что это за диковинка, обязательно подпишитесь и обязательно следите за тем выпуском, который будет про эту станцию. ЦУМ уже в новогодних украшениях, я вижу. И на самом деле очень многие сейчас магазины постепенно преображаются в новогодние такие, знаете, аксессуары. И для меня это в этом году, как-то очень, не то что странно, но очень удивительно, потому что слишком рано. До конца ноября, а это осталось 10 дней, обещают установить на Софийской площади новогоднюю елку. Белую елку. Во многих магазинах сейчас уже стоят рождественские всякие, велосипеды с уклон, нормально, через 6 полос, через пешеходный переход. А не важно, что нужно по зебре, по пешеходному переходу переходить, ведучи велосипед поряд с собою, а плевать. И вот из-за таких уклонистов, из-за таких главистов, велосипедистов и потом негатив у автомобилистов к такому виду транспорта. Друзья, если вы велосипедист, моноколесник, самокатчик, пожалуйста, спешивайтесь перед зеброй и переходите. Да, вы потеряете аж 7-10 секунд своего времени, но зато будете живы и целы. Друзья, какая у вас сейчас обстановка с электричеством? Напишите в комментариях, интересно узнать, если особенно вы поведаете еще, с какого конкретно вы города, чтобы мы ориентировались, понимали, где в Украине плачевное состояние, да, сейчас ситуация, где более лучшая. Сколько, грубо говоря, там, допустим, за сегодня, да, вот когда вы смотрите это видео, или там, не знаю, за вчера, сколько раз у вас и поскольку отключали электричество за день? Напишите город и напишите время. Интересно услышать, интересно узнать. И, друзья, положительные новости, конечно же, нужно разбавлять негатив, нужно разбавлять позитивом. Положительные новости, смотрите, какая красота. Киев
Хрещатик 25. Класс. Прям, знаете, вот сейчас еще буквально чуточку потемнеет, и это место будет подсвечено здание, будет подсвечено вот это вот место, Мушля, тут ресторанчик, летом мы с вами ходили, тут стояли лоточки, не лоточки, а столики, люди проводили время, а сейчас мне даже, честно говоря, это нравится больше, чем летом, такой, знаете, большой интересный формат. 23 серпня, 19:00. Серпень, август месяц, а реклама до сих пор еще висит. Друга река. Или на рекламу нету желающих, или одно из двух. Появились во многих частях города Киева, много где, вот такие вот штуки зеленые. Я вначале не мог понять, что это такое, но потом по логике, как бы зрозумів, що це для піску. І звичайно, з'явилися люди, котрі просто ради хайпу, ради якихось крейзі фоток. Що вони роблять? Вони відчиняють це, туди залазять і фоткаються, бо там воно заглиблене, воно трохи вкопане, не знаю наскільки, на пів метра або на метр під землю. Якщо я зараз, наприклад, відчиню, ми побачимо з вами там купу піску. Бачите? А, немає піску, дивно. Ну, скільки? Тут десь, мабуть, пів метри. Тобто людина туди навколишки може сісти, може присісти. І це було в парку «Перемога». Там навіть проводили якісь роз'яснювальні бесіди з такими дівчатами, бо дуже це дивно. Ну, це ж пластик, він може тріснути, він може розвалитися, не треба туди залазити, навіть якщо є таке бажання. Новость, яка положительно розбавить наші негативні текущие будни, это новость о том, что вчера США дала разрешение на удары вглубь России ракетами, дальнобойными ракетами. Это то, что украинцы ждали почти 3 года. Это то, что позволит сказать фразу, что в эту игру могут играть двое. Почему? Потому что если российские оккупанты бомбят своими ракетами энергообъекты, аэродромы, аэропорты, какие-то важные локации, то почему Украина не может и не должна это делать? Почему, если сейчас воздушная тревога и взлетели где-то МиГи для того, чтобы выйти на рубежи запуска своих гнилых ракет, почему Украина не может эти аэродромы еще до взлета этих самых МиГов просто сравнять с землей? Правильно? Правильно. Поэтому аплодируем стоя тому, что США, тому, что Байден, несмотря на то, что на его преклонный возраст, дал добро на удары атакамсами вглубь РФ. Вместе с ним, насколько, опять же, я услышал, насколько я знаю, Франция и Великобритания тоже присоединилась к этой чудо-акции для того, чтобы Украина могла их скальпами и Storm Shadow тоже дальнобойными ракетами бить по территории РФ. Может быть, если еще кто не слышал и не знает, то до этого разрешение было только, грубо говоря, по территории оккупированной Украины бить российскими оккупантами, то есть в границах 91 года. Сейчас в эту игру будут играть двое. Вот такие, друзья, у нас новости на сегодняшний день. И, друзья, пока мы с вами прогуливаемся, прямо сейчас к 4 часам вечера, к 16:00, я вижу в телеге новость о том, что взлет 3 бортов с Оленьи, Ту-95, и еще такого же количества с другого какого-то аэродрома. Короче, суммарно 7 бортов, которые несут ракеты, которые двигаются на пусковые рубежи. То есть по
по нашим, да, таким временным интервалам, временным рамкам мы понимаем сейчас, что до Каспия им около 2 часов, то есть ближе к 18 часам вечера, когда люди как раз будут двигаться в сторону дома, начнется воздушная тревога. И еще около 30 минут, около часа для того, чтобы эти ракеты преодолели, не дай бог, после запуска расстояние до городов Украины. Поэтому, друзья, вот такие пироги. Что будет происходить через 2 часа? Будет ли воздушная тревога? Сейчас на часах 16, что будет в 18 часов? Я, честно говоря, даже боюсь представить, потому что, видимо, российские оккупанты, они специально запускают, планируют запустить их тогда, когда люди будут возвращаться в будний день с работы, чтобы общественный транспорт был парализован, для того, чтобы люди испытывали какие-то неудобства, некоторые неудобства для того, чтобы добраться домой. Поэтому, друзья, в любом случае, если вы слышите воздушную тревогу, сирены, то, пожалуйста, как минимум сегодня, как максимум завтра, ближайшие пару дней, не игнорируйте воздушную тревогу, по возможности спускайтесь в укрытие. Мне кажется, здоровье и жизнь дороже. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.